you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим новые топовые трибридные внутриканальные наушники от компании Zisin стоимостью около $820 вместе с промокодом. И приходят они в огромной по габаритам коробке с минималистичным оформлением. И тут на лицевой части имеется изображение самих наушников, есть логотип компании и указано название этой модели Imperial Star. Ну а вот тут сзади имеется график частотной характеристики и указаны технические характеристики этих наушников. И за звук в них отвечает два динамических драйвера, 3 арматурных излучателя, 2 из которых от Sonion и 1 от Knowles, и завершают все это дело 2 великолепных электростатических драйвера от Sonion. Но чувствительность составляет безумные 132 дБ, и они получили крайне низкое сопротивление 6,2 Ома, поэтому лучше всего подключать эти наушники только к источникам с около нулевым сопротивлением. Обязательно учитывайте это, если вы хотите, конечно, получить более правильное звучание без каких-либо перекосов в частотной характеристике. Ну а теперь давайте рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Кабель с коннекторами 2 пин и балансным штекером на 4,4 мм джек. Фирменный кейс для хранения наушников. Инструкция по использованию наушников. Ну и один набор силиконовых амбушюр. Эти наушники получились очень крупные и были выполнены полностью из прозрачной смолы с просто каким-то до безумия привлекательным оформлением лицевых панелей с кучей разноцветных блесток и вот таким вот эффектом перелива, который лично я первый раз встречаю в АМ. И согласитесь, все это и вправду выглядит очень круто. Но вот здесь у них находится стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, а рядом с ним находится единственное отверстие для компенсации, которое хорошо справляется со своей задачей. Ну а поскольку внутренняя часть тут абсолютно прозрачная, то вы с легкостью можете рассмотреть все используемые излучатели, как 2 динамических драйвера, так и арматурные излучатели и те самые крутейшие электростатические излучатели от Sonion. Ну а звуковод у них был выполнен из металла, он имеет длину около 5 мм, диаметр 6 мм, и он был прикрыт защитной металлической сеточкой и получил выделенный бортик для уже более надежной фиксации амбушюр. Ну а сидят эти наушники в ушах, к моему удивлению, очень хорошо, несмотря на свои реально крупные габариты. Да, они безусловно заметно так выпирают из уха, если смотреть на них со стороны, но тем не менее, что касается посадки и звукоизоляции, то тут, ребята, прям все отлично. Хотя я отмечу, что после каких-то небольших АМ, возможно динамических даже, вам определенно потребуется некоторое привыкание к этим наушникам. Но зато вот после вы точно начнете буквально наслаждаться их прослушиванием. Причем хочу отметить, что эти АМ очень хорошо реагируют на замену кабеля, что тоже немаловажно. Поэтому если у вас есть возможность поэкспериментировать, то я бы вам точно рекомендовал это сделать. И из более доступных вариантов меня приятно удивил новый Zisin 344, поскольку с ним подача становится более плотной, теплой и мясистой, добавляя звучанию как бы немного веса и телесности в области нижней середины и низких частот. То есть получается прям такая более увесистая и в какой-то степени собранная подача. Но лично я в итоге остановился на новом топовом кабеле Zisin 97, поскольку с ним звучание воспринимается уже более открытым, прозрачным и максимально воздушным. То есть это, как по мне, буквально то, что надо. Ну а вот так выглядит график частотной характеристики трибридных наушников Zisin Imperial Star. И первое, что здесь мы видим сразу, это очень уверенное усиление низких частот на 10 дБ с плавным и грамотно выполненным переходом к области нижней середины с небольшим ее расслаблением. А вот усиление в области верхней середины здесь будет выполнено буквально на уровне моего таргета, из-за чего эти наушники при длительном прослушивании меня совершенно не утомляют. Но при этом они обладают очень насыщенной и в меру энергичной подачей вокала. К тому же высокие частоты за счет использования
использования электростатических излучателей от Sonion здесь просто превосходны, поскольку они максимально контролируемые и не имеют каких-то провалов и лишних акцентов, и плавно затухают уже после 19 кГц, что является, ребята, просто прекрасным результатом. В общем, как вы понимаете, здесь мы имеем превосходный пример грамотного тюнинга с мощным, но умеренным басом, в меру насыщенной, но не резкой серединой и крайне продолжительными, точными, высокими частотами. Ну а теперь давайте обсудим, как же все это будет ощущаться на практике. И вот тут-то, друзья, начинается самое интересное. Ох, ребята, ну в общем, смотрите, низкие частоты в этих наушниках получились настолько точными и быстрыми, насколько это вообще можно себе представить. И серьезно, друзья, я сейчас вообще не шучу. При всей своей безумнейшей скорости здесь остается отличная глубина саббаса. Есть увесистый и крайне панчевый мидбас, а также великолепная текстурность, благодаря которой каждый удар ощущается максимально отчетливо и разборчиво. А самое главное здесь это именно аудиофильский характер подачи, где бас не пытается задавить вас каким-то сверхогромным количеством или создать ощущение какой-то излишней массивности, а наоборот, он работает максимально точно, с буквально молниеносной атакой и быстрым затуханием, демонстрируя вам всю свою энергию и мощь, но не оставляя после себя никакого лишнего гула или размазанности. И поэтому даже в самых быстрых композициях низкие частоты сохраняют прекрасную читаемость, за счет чего различные бочки, бас-гитара и электронные партии звучат предельно собрано и находятся под абсолютным контролем, благодаря чему бас воспринимается не просто как некоторый фундамент трека, а как полноценный и очень такой чистый информативный диапазон. И вот именно эта скорость, точность и контроль создают ощущение по-настоящему аудиофильской настройки. И это тот случай, когда баса здесь ровно столько, сколько нужно для передачи драйва и энергетики композиции, но при этом без какой-то малейшей потери разрешения и частоты звучания. И на мой взгляд, ребята, это одни из самых быстрых и технически выверенных низких частот, которые мне вообще когда доводилось слушать в наушниках данного класса. Ну а дальше, ребята, нас встречают средние частоты. Вот здесь эти наушники раскрываются с еще одной интересной стороны, потому что при всей своей энергичности и насыщенности середина здесь получилась до безумия информативной, сверханалитичной, максимально прозрачной и кристально чистой. И знаете, что меня удивило тут больше всего? То, как эти наушники буквально выворачивают любые композиции наизнанку. Да так, что создается ощущение, будто перед вами открываются абсолютно все слои записи, позволяющие вам услышать все мельчайшие нюансы исполнения, едва какие-то заметные акценты вокалистов, затухание инструментов или просто какие-то фоновые партии и все то огромное количество деталей, которые раньше могли просто оставаться вами незамеченными. И честно говоря, такого уровня информативности и аналитики я прям давно не встречал. И это несмотря на то, что через мои руки за последнее время прошло немало достойных моделей, и ZSyn Imperial смогли меня прям реально искренне удивить. И более того, первое время мне даже требовалось немного привыкнуть к такому количеству информации, что они дают. Но самое интересное, конечно, заключается в том, что вся вот эта аналитичность совершенно не делает их звучание сухим или каким-то излишне стерильным, а наоборот середина остается насыщенной, живой и очень увлекательной, потому что здесь получился практически идеальный баланс между музыкальностью и мониторной точностью. И по сути эти наушники просто показывают вам запись такой, какая она есть, делая это настолько чисто, открыто и информативно, что оторваться, ребята, от прослушивания становится действительно сложно. В общем, друзья, это буквально эталонные средние частоты. Ну а теперь давайте о высоких частотах. И вот здесь, ребята, я до сих пор нахожусь в полном недоумении относительно того, как ZSyn вообще удалось добиться такого результата. Потому что высокие частоты здесь получились просто безумно детальными, кристально чистыми и максимально прозрачными с невероятной техничностью. И они вытаскивают из записи такое количество информации, что временами ты начинаешь переслушивать уже давно тебе знакомые композиции. Буквально по-новому. И будь
будь то это какие-то послезвучия инструментов, реверберации на заднем плане, мельчайшие оттенки тарелок, различные призвуки и самые тонкие нюансы записи, все это в них слышно, ребята, ну просто великолепно. Но самое удивительное даже не в количестве деталей, а в том, что при всей вот этой фантастической информативности здесь абсолютно нету ощущения резкости, колкости или какого-либо утомления. И потому тут не возникает желания сделать громкость потише. И как бы у тебя нету вот этого ощущения, что высокие частоты постоянно пытаются перетянуть внимание на себя. В отличие от реально очень ярких по подаче моделей. И вот как им удалось совместить такую безумнейшую детализацию с настолько высоким уровнем комфорта, я, ребята, честно говоря, вообще не понимаю. Это просто какое-то чудо. Потому что обычно приходится производителю выбирать что-то одно. Либо комфорт и тепло, либо максимальное разрешение и воздух. А здесь же каким-то образом производителю удалось получить и то, и другое одновременно. И поэтому, на мой взгляд, друзья, это одни из самых информативных, самых техничных и одновременно самых комфортных высоких частот, которые мне доводилось слышать за последнее время. Одним словом, просто вау. Ну и, конечно, еще, ребята, хочется поговорить про звуковую сцену, которая здесь получилась ожидаемо великолепной. И первое, что сразу бросается в глаза при прослушивании, это ощущение невероятной ширины и свободы, где нету никакой камерности или ощущения, что музыка пытается как бы поместиться внутри вашей головы. А наоборот, звучание здесь словно раскрывается максимально широко, легко и естественно, создавая по-настоящему масштабное 3D пространство. При этом инструменты точно не собираются здесь в какую-то одну общую кучу, а располагаются на сцене настолько уверенно и точно, что вы всегда без труда понимаете, что именно и где уже находится. Причем это касается не только ширины, но и превосходной проработки пространства в целом. Поэтому ближние, средние, дальние образы здесь хорошо разделяются, благодаря чему сцена воспринимается вами уже более объемной, многослойной и очень реалистичной. И даже в самых насыщенных оркестровых композициях, что мне вообще удалось найти, эти наушники без труда сохраняют порядок, читаемость и великолепную локализацию. И, честно говоря, если говорить уже о звуковой сцене, то это одна из лучших реализаций, которые я встречал в данном бюджете. Максимально широкая, свободная, с превосходной прорисовкой планов и отличной локализацией. И именно такую сцену, ребята, мне и хочется видеть в действительно серьезных аудиофильских внутриканальных наушниках. Ну и в итоге я пришел к тому, что Zsin Imperial Star это без всяких сомнений превосходные во всех аспектах трибридные наушники, абсолютно не имеющие каких-либо компромиссов. И это, ребята, именно тот случай, когда производителю удалось создать наушники, которые с первых минут прослушивания сразу вызывают самые искренние эмоции и не перестают вас удивлять даже спустя какое-то время. Поэтому если сейчас вы находитесь в поиске действительно серьезных аудиофильских АМ, способных подарить вам массу новых впечатлений от прослушивания уже знакомой музыки, то Zsin Imperial Star определенно заслуживают самого пристального вашего внимания. И лично меня они впечатлили настолько, что я смело могу назвать их одной из самых ярких и запоминающихся новинок, которые мне вообще довелось послушать за последнее время. Ну а ссылка на покупку этих наушников будет в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами, как всегда, был IC Genius, спасибо всем за просмотр и до скорых встреч уже в новых обзорах.